В музее Анохина в городе Горно-Алтайске много на третьем этаже картин художника Чорос-Гуркина. Это довольно известный алтайский художник Григорий Иванович Гуркин, алтаец древнего рода Чурос, поэтому у него псевдоним Чорос-Гуркин. Я сфотографировала в музее картины, которые мне понравились. Очень красиво показана природа и показана жизнь народа. Прям как будто погружаешься в эту картину и там присутствуешь, видишь этот быт людей. И это очень интересно, потому что сейчас уже так не живут. Может, какие-то элементы, конечно, остались. Мне очень понравились его картины. Путь у этого художника был непростой. Мне хочется прочитать воспоминания Анохина об этом художнике. Анохин, да, так назван музей. Он был первым заведующим этого музея. Это известный ученый-этнограф, композитор, просветитель. И он друг Григория Гуркина. Вот что написано в воспоминаниях Анохина о Чурос-Гуркине, что отец Григория занимался кожевенным делом, был шорником и седельным мастером. Своему первенцу Григорию он определенно намечал путь быть хорошим кожевенным мастером. Этому ремеслу он стал учить сына со школьного возраста. Полдня мальчик проводил время в школе, а другую часть дня в кожевенной мастерской на посылке. Но исключительно художественная натура не давала мальчику покоя. Вопреки воле отца, он вечерами тайно убегал в иконописную мастерскую в школу и там часами смотрел на работу учеников. В мастерской ему иногда позволяли растирать краски на камне. Руководитель мастерской, заметив любовь мальчика к художеству, между прочим, заставлял его рисовать анатомические элементы – глаза, нос, руки и так далее. Этот простой случай имел решающее значение в дальнейшей жизни Гуркина. Из мастерской мальчик перенес свою работу домой и там упростил ее. Он через оконное стекло начинает срисовывать фигуры человека и целые сцены. Отец, увидев работы своего сына, пришел в ярость и, разорвав их, бросил в печку с соответствующей нотацией «Не заниматься пустым делом». Тогда юный художник переносит свою работу в кожевенную мастерскую, туда, где отец редко появляется, прячет рисунки за вонючие чаны. Но и тут дело кончилось таким же неприятным конфликтом. Скоро о преследовании мальчика Гуркина случайно узнает начальник миссии, пользовавшийся большим авторитетом среди туземного населения. Он уговорил Ивана Григорьевича отдать сына в мастерскую для прохождения систематического курса рисования, куда тот и поступил после окончания Лавринской школы. Вот так видно, что не просто пришлось художнику. Обычное и частое дело, когда родители хотят определить судьбу своих детей и чтобы было именно так, как они хотят. Хотя у детей, у этих душ, может быть совершенно другие таланты, которые хорошо, если они упорно именно их проявляют, стараются и идут по своему пути все-таки. И еще из этих же воспоминаний написано подробно, как он приехал в Питер. Ему советовал, опять же, Анохин. Первым делом они Григория Ивановича Гуркина приодели. Для этого мы купили воротничок, запонки, манжеты и галстук. Одевшись, начали делать ряд томительных визитов с рекомендательными письмами. Первый визит был к Потанину, а за ним и к другим. Везде и на всех этапах встречали ласковый, изысканный, вежливый тон и советы идти дальше к следующему лицу. Через 2 недели поняли, что толку от таких визитов не будет. Решили походить по учебным заведениям и художественным мастерским. Тут результат оказался еще хуже. Даже швейцарцы удивлялись нашей дерзости поступить татарину в школу. Далее Григорий пошел прямо в Академию художеств. И там мы заинтересовались только за счет того, что у него была папка с рисунками. И профессоры стали рассматривать эти рисунки. Потом передали
Шишкину. Ну и вот известно, что он потом учился у Шишкина именно. Кстати, в музее Анохина именно Чарльз Куркин был один из первых дарителей музея. Григорий Чарльз Куркин не только художник, но еще и литератор и политический деятель. Он мечтал об образовании населения, развитии культуры и быта. Его именем названа улица в Горно-Алтайске, учреждены премии с его именем. Вот такой интересный алтайский художник.